Сегодня у нас тема семинара, которая просто совпадает почти с темой нашего исследования, проекта нашего, над которым работает Центр медицинской антропологии и целый ряд людей из других институтов по линии Российского фонда фундаментальных исследований РФПИ. Нам будет очень интересно услышать то, что нам расскажет сегодня Константин. Это для нас чрезвычайно важно. Мы попробуем определиться с тем, так сказать, насколько мы понимаем интеграцию, процесс медицинской интеграции, так же, как вы, или у нас несколько иные какие-то взгляды. Потому что понятно, что о вопросе интеграции существует огромное количество мнений на данном этапе. Об интеграции медицин, как мы все знаем, речь пошла достаточно давно. Всемирная организация здравоохранения впервые в 1977 году заговорила о том, что нам необходимо обратить внимание не только на имеющуюся в наших цивилизованных, так сказать, странах медицину, биомедицину, но и на те медицинские практики, методы и системы, которые распространены на протяжении тысячелетий в различных странах мира. И дальше уже в 80-е годы у нас очень активно в разных странах мира начали изучать то, что называется народными медицинами и традиционными медицинами. И уже с начала 80-х годов проблема интеграции стала вот такой вот активно обсуждаемой, поскольку от ВОЗ как бы последовало просто, так сказать, указание заняться вопросом интеграции в сфере здравоохранения. Но по большому счету ВОЗ не там, и вы, наверное, хорошо знаете о том, что у нас в 90-е годы, с 93-го года, когда вышел первый закон об охране здоровья граждан, это попытались в законодательном порядке решить. Была специальная статья номер 57, которая определяла, что такое народная медицина и народное целительство, и кто может быть специалистом в сфере народного целительства и народной медицины. Потом, соответственно, это очень четко было представлено в трудовом законодательстве и оформлено как профессиональные стандарты, потому что наши целители в нашей стране имеют возможность, работая официально как целители, если они оформили свои лицензии, получать потом пенсию, как все граждане, работавшие в стране, и так далее и тому подобное. Но эта ситуация на самом деле не такая благостная, как хотелось бы, потому что реально, конечно, интеграция – это вопрос вопросов. И каким образом можно объединять биомедицину с различными вариантами традиционных медицин или народных медицин, либо же тех методов, которые сейчас возникают один за другим на почве магико-мистических представлений, магико-медицинских знаний традиционных и так далее и тому подобное. Но это действительно пока остается просто открытым вопросом. И вряд ли когда-нибудь биомедицина, как мне представляется, всерьез сможет это воспринять в такой степени, как того хотелось бы, может быть, Всемирная организация здравоохранения. Но Константин, наш гость, он как раз представляет, как я понимаю, один из вариантов, одну из попыток соединить начало биомедицины и различных медицинских практик и методов. И мы сегодня послушаем о том, как ему это удалось, что он, так сказать, теоретически нам предложит осмыслить, и он нам расскажет о том, как это у него на практике получается. Потому что вот это как раз чрезвычайно важный момент того, что в итоге на практике мы имеем. Я передаю слово Лидии Герасимовой, которая организатор нашего сегодняшнего семинара, и она его будет дальше так помогать мне вести. И мы начинаем нашу работу. Лида, пожалуйста, может быть, тогда Константину надо перевести немножко, да, в целом. In a nutshell, Valentina just shared the situation of World Health Organization, who made a proposal of integration of traditional medicine together with the actual classical allopathy, and the conflict and the issues there are still from 60s up, and we don't have really a clear solution since that time. In Russia, we have a special law, number 57, that is giving the idea of traditional medicine in Russia and its status as part of the traditional cultural
backgrounds, and it's possible to receive the actual status of a healer/traditional medicine practitioner. However, it's a very quirky area where we can't see any clear future of how we really can, in practical terms, integrate these things together. And that is the question that we hope you can help us to see on the example of your center, because the practical solutions in this area are the most important and the most valuable. So we're looking forward for you to share this, and we'll progress from there. So welcome everyone. It's great to be here at the Academy of Sciences. I've been coming to Russia for 11 years visiting, and I started working at different institutes. In 2010 with Professor Shelkov at the Institute of Scientific Research and Physical Culture, where I was working with athletes, Olympic and Paralympic athletes, looking at techniques to help the athletes learn how to increase their performance by teaching them how to stop fighting themselves through meditation techniques and also through energy development techniques. На протяжении последних 11 лет Константин приезжает в Россию. История давняя, она началась в Санкт-Петербурге в Институте физической культуры НИИФК, который занимается именно исследовательской частью, в отличие от основной части учебной этого института. И он работал напрямую с директором института Олегом Владимировичем Шелковым, который был предыдущим директором. Они работали с атлетами, с олимпийцами, паралимпийцами для того, чтобы помочь найти через коррекционные методики, медитацию, дыхание и иные методологии способ снять внутренний конфликт спортсменов, когда они борются, по сути, сами с собой. Then I met Professor Noskin, and through his complex, the SACR, spiroarteriocardioarrhythmographer, we did some testing on the impact of these techniques within a 15-minute period of time. And I think the group was aged between 18 and about 60 something. So a big spectrum of people who do movement and people who don't do movement. And we saw an improvement in the parameters of the SACR within 15 minutes that were very significant according to Professor Shelkov's standard. Noskin. И потом через цепь контактов мы познакомились с Леонидом Алексеевичем Носкиным. Это профессор в Питере, он также занимается биофизикой, биомедициной, он ведущий специалист в области адаптогенеза в России, этнологии. И благодаря его комплексу приборов спироартериокардиографии были проведены ряд экспериментов, в котором было показано, что группа из почти 40 человек с различным уровнем физического развития, различного возраста, даже после 15-минутных коррекционных методик по системе Константина реально получают качественные изменения в адаптогенезе, их адаптационный потенциал увеличивается на качественном уровне, и мы видим не только микроизменения в течение сразу после практики, но и на протяжении как минимум 2 дней. То есть это уже научно подтвержденные данные, для которых у нас есть четкие определенные параметры. Through Professor Noskin's introduction, we then began working at Moscow State Pedagogic University, and Lydia, myself, were working with 2 other scientists there, Varlamov, Anton, and Natalia Holmogorova. So we were using the EEG, we were using the force platform, and for the first time in the history of force platform, I was sitting in lotus position for a period of 40 minutes in meditation. So we're doing the classical approach of eyes open, 3 minutes, eyes closed, and then I went through 4 stages of meditation. They are the classical stages that I have defined, and it is looking at outer awareness, outer focus, outer awareness, inner focus, inner awareness, inner focus, inner awareness, outer focus. And the meditation categories that are closest is Zen, Vipassana, Bhakti, and then Dzogchen. So I'm a master of these techniques. И потом через контакты Леонида Алексеевича Носкина нас из рук в руки передали в Московский педагогический государственный университет, где мне посчастливилось заканчивать свою магистерскую по нейробиологии. И, собственно, через моего научного руководителя Антона Алексеевича Варламова и еще одну нашу коллегу Наталью Холмогорову мы смогли разработать уникальный комплекс, который использовал как
устройство Носкина, так и силовую платформу или стабилограф, который изучает баланс между левой и правой стороной тела и, по сути, мозжечковыми областями мозга. И также мы использовали ЭЭГ, то есть это был комплексный подход, в результате чего Константин был у нас основным тестовым объектом. На протяжении 40 минут впервые в истории мы посадили человека на стабилограф прямо как на платформу, то есть обычно человек на стабилографе стоит. Мы в этом случае посадили человека в позу лотоса и также сделали мат-модель, которая показала, что это динамическая позиция, а не статическая, как мы ее себе представляем, при том, что человек сидит неподвижно, но для этого положения необходимо очень активное использование очень большого количества групп мышц, и это динамический баланс, который человек поддерживает с одной стороны, и с другой стороны было показано, как Константин прошел через 4 базовых уровня медитации или базовых разделов медитации, к которым относятся дзен, дальше випассана, то есть работа уже с телом, бхакти, работа с сердцем, и дзогчен как направление соединения с сущим, с мирозданием. И Константин очень четко показал, как в теле это будет проявляться, мы смогли зарегистрировать качественные изменения для каждой из 4 вариантов практики. Then we looked at the impact because the situation arose where Lydia and a couple of other students that have been working with me were needing to find a thesis topic that could be defended. So we looked at the impact of sound from Tibetan bowls on anxiety states, and we had more than 30 subjects, and we also created a protocol that involved psychological testing, Lucia color testing, and then lying in a relaxed position, being read. That means the sakara was reading the relaxed state, and then I had the bowls around the body and 2 bowls on the body, and striking the bowls in very specific sequence each time. И следующий эксперимент, который мы предприняли, это было скорее вынужденной мерой, потому что необходимо было найти тему магистерских, которые можно будет защитить, которая пройдет через соответствующие области ученых советов. Поэтому мы выбрали тему влияния поющих тибетских чаш на состояние тревожности. Собственно, она была успешно защищена, мы получили красный диплом, я и мой коллега, который защищался по этой теме. И протокол был достаточно простым. Мы делали шкалы, классические психологические тесты, оценивающие уровень тревожности, и после этого оценивали по Люшеру тест, цветовой тест Люшера, до и после, и, соответственно, в процессе мы делали в расслабленном состоянии человек проходил через также спироартериокардиоритмографию, то есть мы видим вариабельность сердечного ритма, динамический адаптогенез с точки зрения дыхательной системы и давления. Соответственно, все 3 параметра измеряются параллельно в естественном синхронизированном режиме. После этого человек проходил, собственно, через процесс с чашами в положении лежа. Чаша устанавливалась над головой, на сердце, на центр. В процессе мы делали как записанный звук, так и звук живой. Были качественные разницы между тем и другим. И, по сути, нам удалось показать, что эти изменения не являются плацебо-эффектом. Они не зависят от человека. На физическом уровне живой звук влияет очень сильно, но если звук записанный, появляется психологическое снижение тревожности, это тоже очень важно. I've shared this information with you to give you a brief introduction of what I have been doing in Russia, because I've done a lot of research in other countries during the last nearly 30 years. But what is specific to Russia and is most current, it's what I've been doing the most recent 7 years, quite intensely. And what is interesting about it for me is that we are using the 3 most foundation level practices that all traditional medicine is based on, because traditional medicine is based on wisdom traditions, and all wisdom traditions have their foundation in meditation, breathing and sound. И Константин делится всей этой информацией для того, чтобы дать некоторое понимание о том, как развивалась ситуация для него здесь, в России, на протяжении последних 7 лет, поделиться с вами некоторыми исследованиями, которые он провел именно здесь, в нашем контексте уже современной России. И, соответственно,
также показать, как он работает с точки зрения классической традиции, потому что в традиции это 3 основных базовых принципа, которые следует любая традиция. Это работа со звуком, работа с дыханием и медитация. Все эти моменты он уже активно исследует на протяжении многих лет, но данные, о которых он рассказал сейчас, это данные, полученные здесь, в России, на наших собственных людях. I was born and raised in Australia, and my family is originally from Kafkas, where the ancient Ionians who lived in the Black Sea for more than 3,000 years. And my mother was a healer and a village practitioner. So I had an introduction from childhood about how to, what we call, read the cells of a person's body by reading the water in their body. И Константин по происхождению его предки пришли из области нынешней Прикавказья, то есть это между Грецией и Грузией, Лаазы, достаточно древняя культура с не менее 3000 лет истории. Он родился в Сиднее, в Австралии. Его мама была целителем, деревенским врачом, который делал, по сути, все от самых простых операций до принятия родов и самых сложных моментов. Собственно, это позволило ему научиться тому, что в традиции называется «я читаю твои клетки», «я читаю воду внутри тебя». And then I had a very strong influence from Aboriginals in Australia, from childhood, I'm quite young, about 4 years of age, and they taught me about the creation theory, where everything is born from the universe through a process called mirroring. It's like we dream you into creation. And they talk about stardust, cosmic dust, manifesting, and through the mind of Creator, form is able to decide where to go, how to manifest, and what its purpose will be through the existence of that particular location. И где-то примерно с 4 лет Константин очень много общался с аборигенами, теми самыми в Австралии, которые очень сильно повлияли на него, той культурой и теми традициями, которые у них есть в естественной среде. В первую очередь они рассказали ему о теории творения, где Создатель спит и видит сон о том, как творение происходит. И из космической пыли он позволяет дать возможность той самой материи найти свою форму, найти свое предназначение в творении. И это вот эти времена снов, времена сновидений нашего мира и воспринимаются аборигенами как та реальность, которую мы видим. Because of this, all phenomena are related to us. In Vedanta, they spoke about this in ancient times. But in the last 150 to 200 years, since the British were there, they started losing this knowledge. That not only other animate beings, but inanimate beings are also related to us. It means not just the animal kingdom or the plant, but also the mineral. And they are connected through what is called, and translates in from the wisdom traditions as consciousness. That consciousness is the foundation of all being. It is the ground of all being. И мы знаем также из других практик о том, что все явления, которые мы видим вовне нас, являются взаимосвязанными. Лучше всего об этом было сказано в Веданте, и это как минимум 3000 лет истории, а по некоторым оценкам даже больше, до последних 200 лет, когда англичане пришли в Индию и начали активно европеизировать ее, и постепенно люди в Индии начали забывать о том, что они знали тысячи и тысячи лет, но самое главное, что они включали в свою картину мира признание, что они взаимосвязаны не только с другими животными и растениями, но также с минералами, с кристаллами и тем, что мы можем назвать неживым. И это все является единой картиной мира для них, и оно все объединяется тем, что из традиции мы можем перевести как глобальное сознание. And we can see organized minerals such as crystals are used throughout the whole world in our computers. It's the silicon chip. It has enormous organization capacity for information storage and exchange.
И даже в современном мире мы видим, что кристалл имеет огромное значение для нас. Благодаря им у нас есть компьютеры. Это высшая степень организации минералов, которая позволяет нам через наши чипы огромное количество информации и содержать, передавать, обменивать. Поэтому, по сути, мы приходим к тем же самым выводам, но совершенно другой стороны. And the work of Fritz Popp using light on cells, particularly plant cells, we've seen the impact that it has on those cells, and of course, because of this, a lot of research has been done on animal cells and even human cells, and in the last 30 years, we have learned that the human organism is not just a machine made of many systems that has organs with specialized cells, and that the human mind is not just a complex of electrical signals with abstract functions. We are far more than this. И благодаря работам таких ученых, как Фриц Поп, мы знаем о влиянии на различные клетки, в том числе на клетки растений, да, совершенно разных частот, того, как они взаимодействуют со светом, как они реагируют. Дальше подобные эксперименты проводились и для животных, и даже на человеческих клетках, на культурах, на тканях. И это показывает нам в последнее время все больше и больше, что человеческий организм – это не набор отдельных систем, которые живут каждой своей жизнью. Это очень сложная, взаимосвязанная, не просто электрическая система, где мозг является вершиной, и наша сознательная деятельность является побочным эффектом действия нашей нервной системы, но это очень сложная, взаимосвязанная, глубокая картина восприятия человека, к которой мы постепенно приходим, по сути, открывая ее заново. So that's a summary of some of the work I've done, the 7 years I've spent in Russia doing research, working with people extensively, returning 3-4 times a year for at least 10 to 2 weeks, 10 days to 2 weeks, seeing clients, working with doctors, scientists, researchers, so that we are beginning to introduce, I won't say it's a new idea, but I'll just say it's a multi-leveled approach, multifaceted approach. And that became the foundation of what I see as integrative medicine. Because the United States of America has 10 years ago had about, I think it was 3 or 4 organizations. Now they have more than 60 integrative medical organizations that have been accepted by Obama as an adjunct to the existing allopathic medical system. И он просто попытался в целом осветить ту деятельность, которой он занимался в последнее время, в особенности в России, в течение 7 лет, когда он приезжает 3-4 раза в год на срок от 10 до 2 недель, 10 дней до 2 недель, и активно работает с докторами, учеными, обычными людьми, которые приходят к нему на личный прием. И получается, что это очень многоцелевой, многоуровневый подход, который, собственно, и представляет из себя интегративную медицину. Если мы посмотрим на опыт других стран, об этом мы скажем сегодня еще позже, в Америке 10 лет назад было всего 3 или 4 организации, которые говорили о том, что они занимаются интегративной медициной. Сейчас таких организаций больше 60. И они были признаны самим Обамой и включены в качественную систему здравоохранения в Соединенных Штатах. Our approach to medicine, no, let me just this is the introduction now, moving on to the medical side. We have hospitals, which typically are either a specialized hospital or they have many departments. Then clinics were developed, and usually they're specialized clinics for cancer, for heart problems, or back pain clinics. And then the idea of a polyclinic was developed. Right? And in the polyclinic, you have usually a gatekeeper. That's basically like a general practitioner who you see, and they will look at the problems, and then they will send you to the specialist doctors. What evolved from that came holistic approach. Right? So we have what we call alternative medical centers. They're not necessarily traditional, they're just alternative medical centers, where you have many practitioners who don't necessarily work together. You're just like a supermarket where you get many departments in the one place, and depending on what your problem is, you select, because there's no gatekeeper, who you want to see.
И если мы посмотрим на ту парадигму, в которой мы на данный момент существуем, у нас были госпитали, клиники, в которых или мы были высоко специализированы, то есть конкретная клиника специализируется на онкологических заболеваниях, на заболеваниях кожи, и дальше были клиники, в которых было много различных департаментов, отделов и кафедр, по которым необходимо ходить. В классической системе основным смотрителем всей этой системы является терапевт общей практики, который говорит о том, что хорошо, нам нужно проделать вот такие-то тесты, тебе нужно сходить к этому врачу и к этому врачу. Однако в данной системе получается, что не обязательно эти врачи знают о существовании друг друга и о том, что каждый из них делает. И нет коммуникации между ними, соответственно, потом информация заново собирается. С другой стороны, были клиники альтернативной медицины, которые сначала была разработана система поликлиники, где, опять же, терапевт является главным звеном, собирающим информацию, и не обязательно идти в другую клинику для того, чтобы провести те или иные тесты или операции. Но центры альтернативной медицины зачастую используют просто альтернативный подход, в котором человек рассматривался более с холистической точки зрения, однако все равно это больше похоже на супермаркет, в котором тебе нужно уже, поскольку у них нет терапевта, который будет решать, куда тебе идти, тебе нужно самому решить, ты пойдешь туда, сюда или еще куда-либо к тому или иному практику. In England, there is the concept of integrative medicine was introduced about 8 years ago now, but it wasn't successful because the public didn't understand it. So after the first 3 years, it was a course for doctors who already are trained medical doctors, and post their qualification, they would study for a 2-year period, and the focus was on lifestyle, belief systems, and basically trying to help the person gain a more balanced overall perspective toward their lives. И в Великобритании основной процесс по интегративной медицине начался около 8 лет назад, но, к сожалению, он не имел успеха у широкой публики. То есть был введен курс в Оксфорде, который имел достаточно большую популярность в начале. В течение 3 лет этот курс существовал, и те, кто является уже практиками классической аллопатии, приходят, они имеют уже качественное образование аллопатическое, и они в течение 2 лет изучают систему интегративной медицины. Они изучают жизненный образ человека, во что он верит, его внутренние системы и то, насколько сбалансировано его текущее состояние. Allopathic medicine in England has 3 parts now, through the influence from America. There is the conventional allopathy, which is I'm the doctor, I have the knowledge, and I am either a general practitioner or I'm a specialist. There's not much in between. Now they also have a holistic medical doctor who's learned many techniques and tries to apply whichever one will help the client. It's not yet integrative, it's just extra techniques. I can be a medical doctor who also knows how to use homeopathy, acupuncture, or herbal medicine, if I wish. And the third part is called functional medicine, where I, as the doctor, also do the assessment procedures. So I do unusual types of assessments. I don't send my client to specialists, I will do it. So we have these 3 possibilities under the umbrella of conventional allopathic medicine. И в текущей ситуации у нас есть 3 разных подхода в медицине на данный момент в Европейском Союзе. Первый – это классическая аллопатия, в которой у нас есть традиционный терапевт общей практики, который говорит о том, что я к тебе, в общем-то, не прикасаюсь, я просто провожу тебе рекомендации о том, куда тебе нужно пойти к специалистам. И есть, собственно, специалисты, которые делают те или иные операции. После этого есть холистический подход, который становится все более популярен в последнее время, когда человек идет и учится дополнительным методикам. Но это все равно еще не интегративная медицина. Он смотрит в зависимости от того, что будет помогать его конкретному клиенту, и будет применять ту или иную специфическую методику. И третья ситуация – это функциональная медицина, в которой мы определяем тот или иной подход, где сам врач проходит и делает те тесты, которые необходимы сразу с человеком. То есть он заменяет 3, 4, 5 специалистов. Но все равно это не интегративная медицина. So let's begin.
So let's move on. That's quite quick. You didn't put the diagram first. Well, it's... That's jumping. Well, we do it later. Okay, let's go back to the beginning. Here. Okay. This is the principle. So, integrative computerized information platform. My approach to integrative medicine, firstly, uses a computerized information platform to integrate allopathy that's based on science and complementary alternative medicine that's based on wisdom traditions. And we use the integrative information platform to act as a vehicle for the first time in history to be able to speak to each other. Because science does not speak to wisdom traditions. I think we all know that very well. The language is very different. И основной принцип, который Константин использует в своей практике, это принцип интегративной компьютеризированной информационной платформы, ИКИП, который помогает помирить очень противоположные методики. Науку, которая создает у нас аллопатию, комплементарную альтернативную медицину, куда мы будем включать традиционные медицины, различные подходы, которые не относятся к аллопатии, и они все базируются так или иначе на духовных практиках, на духовной традиции. Мы знаем, что обычно наука с духовностью плохо дружит, они не очень понимают друг друга, так же, как и классическая аллопатия не понимает традиционный подход. Поэтому это противоположные начала, и через данную платформу становится возможным объединить их в единое целое и помочь им найти диалог, и этот диалог продолжать постепенно с каждым шагом. At the moment, we are using 6 different technologies with around 20 different devices to receive data and information and then build a picture up of the client's current life state. We are not looking, here's the main difference, at a symptom that defines a condition that then says, you are this, you have this disease or disorder. That's the allopathic model, number one. Number two, we are not there to just stay the condition, which means keep it from getting worse, which until now, that's how most allopathic medical associations describe the purpose of medicine. Keep the condition from getting worse. They do not say they will cure and they will heal you, because that's making a statement for which they could be sued. This is the second big difference. And the third is, you are seen as a patient, not a client. You do not understand or know much or anything about yourself. So the doctor is the authority. And their job is to tell you what is right, what is wrong, and they basically play the position of God, because your life is in their hands. So our approach is 3 times different, which I will explain in a minute. И принципиальный подход в системе Константина, что используется 6 разных технологий, которые помогают произвести необходимые обследования и терапию. После этого формируется целостное, это представлено более чем 20 разными устройствами, которые находятся в центре, и целым рядом специалистов, которые работают как одна команда. И, по сути, дальше получается не человек с болезнью, а точнее болезнь, к которой пристегнут человек. Да, это шизофреник, это человек с заболеваниями желудка. Мы рассматриваем человека с точки зрения его текущего жизненного состояния. То есть не болезнь и симптом определяет человека, а то, что с ним происходит в целом в жизни. Также особенность всей системы медицинского здравоохранения, куда мы ни посмотрим, всегда базируется на том, что нам нужно оставить то состояние, в котором человек есть, как можно дольше и не дать ему стать хуже. Мы не говорим о том, что мы будем исцелять человека, поможем ему вылечиться полностью, потому что за это мы можем попасть в суд. В принципе, нас имеют право судить за то, что мы изменили состояние человека. Не все люди на самом деле хотят это менять. И также мы говорим все время в медицине о пациентах вместо клиентов. Это разный подход к самому человеку. И самое главное во всей этой системе, что сам врач имеет огромный авторитет. Он почти сродни Богу. Клиент приходит, и он не имеет никакой ответственности за свое состояние. Он вручает ответственность врачу,
который говорит: я о тебе позабочусь, я знаю, что тебе необходимо, и после этого человек просто, безусловно, принимает происходящее и плавно идет по течению того процесса, в котором он находится. Но здесь нет ответственности самого человека за происходящее, и вот это почти обожествление врачей, которое присутствует как у нас, так и на Западе, оно сильно ухудшает ситуацию. И это принципы, в которых Константин попытался изменить ситуацию в своем центре. What we know, and we have huge amount of scientific, cytological, cytoembryological, neurological and cognitive proof that your beliefs impact your psychomental, psychoemotional and your psychosomatic through the interface of the hypothalamus, pituitary, adrenal cortex and many other psychoendocrine, immuno-neurological processes in the body. We know this now. We can't put our heads in the ground like ostriches and pretend it doesn't exist. So a person's perception, how they see themselves and life, has a huge impact, over 80%, on the way in which their inner harmony and balance will be able to be approached, sustained and maintained in their lives. This is a fact, scientifically proven fact, through the impact between basically sympathetic and parasympathetic nervous system and the interface. И мы знаем из целого ряда работ на данный момент, что наше убеждение, наше верование определяют то, в каком состоянии мы будем находиться. Это происходит как на уровне цитологии, то есть мы видим влияние на конкретные клетки, мы видим влияние на систему, нервную систему, на соответствующие органы и подсистемы, и на наши когнитивные процессы. Это все было хорошо изучено на протяжении последних 10 лет, и статей на эту тему просто поток. С разных аспектов, рассматривающих о том, что есть влияние относительно того, что с нами происходит в нашем внутреннем мире, относительно нашего психоментального, психоэмоционального и психосоматического состояния. Мы понимаем теперь, что есть очень жесткая связь между гипофизом, эпифизом и адреналиновой дугой. То есть это эндокринная система, которая дальше катализирует иммунную систему, всю нервную систему и вызывает целый каскад реакций внутри организма на разных уровнях. Поэтому до 80% того, что с нами происходит, определяется именно нашим внутренним состоянием, от этого зависит гармония и баланс, о котором мы так много говорим. Это, по сути, баланс между симпатической и парасимпатической нервной системой и их общением, тем, кто будет выигрывать и в каком режиме. I have added a fifth component to the psychoendocrine, psychoendo-neurological and immunological connection, which is the body electric. Everyone until now, until recently, is still insisting that the body is functioning purely through chemicals and that those nerve impulses are only a result of chemical interaction, lock and key concept. We know if I'm sitting with you and you're feeling me now, show me the chemicals that are occurring between you and me to activate your lock and key. There are none, but something else is there. You are picking up my electromagnetic frequencies. It's called bioresonance. And we now know that bioresonance very much not affects, it activates genes. And we also know that magnetic fields go through the skin, through the layers of the muscle tissue and go right into the genetic makeup and activate it. Even in America, through NASA, they saw astronauts coming back from space and they thought that they were dying, basically wilting, becoming very weak because there was no gravity. So they put gravity into the spacecraft and the problem was still there. And then they realized after research, the astronaut is not walking on the ground. So they are missing the pulsating electromagnetic frequencies from the Earth, which give us the necessary electronic exchange for the activation of electrical activity in the cell for regeneration and healthy growth. И на данный момент все очень сильно
привыкли к концепции того, что мы общаемся через химический процесс между нами. Да, Константин сидит здесь, мы ощущаем его. Происходит ли это только на уровне химии? На самом деле нет. Есть то, что мы знаем на интуитивном уровне. Это биорезонанс. По сути, это вопрос об электромагнитной активности самого тела. То есть к комплексу психо-иммуно-нейро-эндокринологии мы добавляем также элемент электричества нашего тела. Той самой сложной электрической системы, благодаря которой мы живем, ходим и существуем. И этот биорезонанс происходит благодаря тому, что каждая клетка – это огромная электрическая станция. Она двигается в пространстве, она имеет магнитное поле. И теперь, благодаря огромному количеству исследований, мы знаем, что магнитное поле влияет на нашу генетику, проходя через мембрану клетки, проходя в самую глубину, вплоть до ядра и до самих ДНК, который дальше, по сути, переписывает постоянно то, что с нами происходит, и в зависимости от того, как мы адаптируемся к этому, будет разный результат. Был также интересный эксперимент, и это целое исследование НАСА, которое рассказывало о том, что люди, наши астронавты, которые находятся в космосе, сначала проблема считалась основной их отсутствие гравитации, потому что гравитация не действует, и, соответственно, мы не получаем необходимого давления на тело. Постарались сделать искусственную гравитацию на станциях, однако все равно космонавты продолжали болеть. После этого стало понятно, что им не хватает всего одной простой вещи – Земли. И пьезоэлектрического электромагнитного воздействия самой Земли, до шумановского резонанса, о котором многие из вас, наверное, слышали, тех самых электрических волн, электромагнитных волн, которые приходят напрямую от ядра Земли. И если этого воздействия не происходит, то мы перестаем чувствовать необходимую активацию в мембрану нашей клетки и в саму клетку для того, чтобы она была здоровой, целостной и продолжала свой естественный цикл репликации и размножения и дальнейшего действия. The Schumann resonant frequencies are from the ionosphere, not the Earth, and they activate 7.84 to 87 hertz, cycles per second for the alpha waves. Why is that important? What do they give us? Focus, attention, awareness, concentration, creative and spontaneous creativity. So we are no longer thinking like robots because it's easy to fall into the routine, a life of routine. And when we're in the cities, we are not open to those particular frequencies, and we are walking on ground that is paved over. We're not getting directly from the earth. We have asphalt, or we have stone, or other types of coverings that separate, especially the rubber in our shoes. So this is actually insulating us from receiving healthy frequencies from the earth naturally. И дальше шумановский резонанс имеет вторую часть, которая также связана с воздействием электромагнитного поля самого космоса, да, огромного количества небесных тел, которые постоянно на нас влияют. Это область, которая находится в ионосфере Земли, и без этого воздействия также мы не получаем всего необходимого, потому что, живя в больших городах, у нас нет доступа к чистой среде с точки зрения электромагнитного воздействия. Огромное количество волн, в которых мы живем постоянно, также влияет на нас. И с другой стороны, мы не ходим по естественному покрытию Земли, по самой Земле. Мы все время находимся или в ботинках, или ходим по асфальту, или по различным видам камня, цемента, что по сути является чистой изоляцией с точки зрения электрики. Мы не получаем необходимой электрической активации, живя в городе и живя цивилизованной жизнью. So where are we here? So, ROC was developed. Yeah, center. Okay, before I speak about the center, let's go into the actual. Okay, the beginning with the cells, etc. I wouldn't have gone there, to be honest. It's too complex. The whole thing here. I know. I think maybe that's for questions later. What I want to say is very simple. Our approach begins with a questionnaire Oh, well, that's that we offer. Let's go to that one. What do we do? Okay. 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 At the moment, we have two levels. One is for the general public who are curious. They don't know much about health. They don't know much about themselves. They don't know much about anything except for what the media is telling them.
Okay, so we want to introduce them to this simple level 8-step program. Please go to the next. Okay, and now. И сейчас Константин немножко поделится о том, как он работает в центре. В первую очередь, в какой-то момент пришлось разделить два принципиальных подхода. Для обычной публики, которая ничего не знает о своем здоровье и, по сути, мало им интересуется, существует простой подход. Это 8-ступенчатая программа. So, we start with looking at oxygen level, the oxygen level that can get actually absorbed into the cells. We look at the carbon dioxide that is in the blood. That shows us how much oxygen is in cells. Then we look at the blood pressure and temperature, the step 1, so it's very basic. Then we check their glucose level, which obviously is showing efficiency of energy usage in the body. And then we look at their hydrogen potential, the pH, alkalinity, or the acidity of the blood. And then finally the electrical potential of the membrane of the cell, which indicates how healthy the electrical activity of the cell is, which is basically the life force. И первая ступень программы начинается с исследования уровня кислорода в крови, классического давления и исследования температуры. То есть то соотношение кислорода и СО2, которое у нас присутствует в крови, определяет, насколько организм реально справляется с адаптацией к его естественному воздействию. Проверяется следующим этапом уровень глюкозы, который показывает энергетический уровень, то есть насколько хорошо мы абсорбируем те компоненты, которые присутствуют. И после этого идет исследование потенциала pH в крови, соответственно, насколько кислотная или, наоборот, алкалинизированная щелочная среда в крови. И также исследование потенциала мембраны клетки, того, какой потенциал есть ли присутствие высокого или низкого потенциала на мембране в среднем ситуации. Then we move into diet and nutrition. Now, I don't approach diet and nutrition from biochemistry because that is too simplistic. Means if we look at your carbohydrate, protein, fat, vitamins, and trace element levels. Yeah? Because if I don't understand some other factors, and I just give you a very standard set of ideas of what you should and shouldn't eat, I can't tell how efficient and effective your body is at burning. In other words, your metabolism. So I will look at, firstly, your body type. That means, are you an endomorph, ectomorph, or a mesomorph? And then I look at your kapha, pitta, vata, which is really clear, and we can do this quite easily. Then I look at your genetics and epigenetic balance. And then finally, your belief systems. Because all of these affect your mentality, your mental, your psychomental, emotional, and physical. Then I can see why you choose to eat the foods you eat. Is it because your body needs it? Is it because your emotions need it? Is it because you are hyper-mentally active? And that helps me to balance out what type of food will work best for you. Следующим этапом является подбор питания, где питание не рассматривается с точки зрения только биохимии, потому что это очень упрощенный подход к вопросу. Если мы будем рассматривать только количество жиров, белков и углеводов и количество токсинов, которые мы выводим, мы не придем ни к чему качественному. Это количественные показатели, которые не дают нам целостной картины. Поэтому Константин рассматривает сначала тип тела, то есть эктоморф, эндоморф или мезоморф. С точки зрения аюрведы, соответственно, пита, капа, капха или вата в соответствии с дошами. Какая генетика, эпигенетика присутствует для данного человека, то есть склонности со стороны родителей в тот или иной вариант, и система убеждений и система привычек относительно еды. Based on ethnology. Также это базируется на этническом происхождении, то есть что для человека является более специфично относительно той среды, из которой он пришел, да, на уровне этнического происхождения. В результате у нас получается не вопрос того, хорошо, для тебя подойдет эта и эта еда, а почему ты склонен питаться тем или иным. Это необходимо твоим эмоциям, это необходимо твоему телу, или это связано с повышенной ментальной активностью. Это будет давать, по сути, разные результаты.
After we have this, and these first 4 can be done in half an hour, 40 minutes, the test. It's quick. This will take about an hour or more because you have to ask a lot of questions, so it's probing. Then we create a movement program based on 6 steps. And those 6 steps are what I shared with you before. Breathing, visualization, meditation, stretching, strengthening, chi development, your life force. This is a foundation for every single human. Doesn't matter what your background is. And it's all about understanding the interface between your thinking, your feeling, and your physical body. Getting to know yourself and learning how to co-work with yourself. И после этого можно сказать, что первые 4 шага занимают всего 30 минут, как таковые тесты. Это самая быстрая часть. После этого, то, что касается питания, это около часа. И дальше подбирается качественная система упражнений, которые базируются на том, о чем мы уже говорили с вами. То есть медитация, дыхание, визуализация, развитие чи, энергии, усиление и растяжка. Это базовые вещи, которые необходимы любому человеку в настоящее время, вне зависимости от того, из какой области жизни он пришел, потому что это помогает нам научиться слушать наши мысли, наши эмоции, наше физическое тело и научиться работать вместе с ними, а не как-нибудь. The meditation technique is not to take you out of your body, it's to take you into your body, to observe what is happening, not from your intellect or your conceptual mind, but be present from your organs. We do a meditation that is going into systems, organs, cells, cellular function, and beginning to learn about yourself from yourself, not from your conceptual mind approach or predisposed, preconceived concepts. That means other people's understanding of how the body works. И медитация в данном случае является очень важным процессом самонаблюдения, где мы не пытаемся уйти из тела, да, забыв о его существовании и необходимости сбежать, но в первую очередь наблюдаем не с точки зрения интеллекта и концептуального ума за тем, что происходит в каждом органе, в каждой системе, в каждой ткани, в каждой клетке и внутри клеточных процессов. Мы учимся слушать себя на очень-очень глубоком базовом уровне, выстраивая взаимоотношения тела, где у нас нет готовых решений для того, что с нами происходит. У нас нет готовых ожиданий относительно того, как тело должно и обязано себя вести. Мы начинаем воспринимать тело с точки зрения тела, а не нашей головы. The last 2 steps are related to devices. I'm in the process of developing one because what I've seen so far that's available on the market, we have a problem with either the size of the coils, how many coils, these are either copper, and I think that another metal would be better, where they are placed, and fundamentally the range of cycles per second for the magnetic fields. It shouldn't be above 50 hertz because people think put more power, get more results. Not with genes, not with cells. They like subtlety. The best is 0 until about 35 hertz. And then we need to have the device to be auto-regulative. So it's in the process, I'm developing, but the Schumann resonant devices are really important for aligning your alpha waves. And unless we go up to the mountains and get close to the ionosphere regularly, we are missing this connection because city has a very high level of electromagnetic smog. You might know this term. It means negative electromagnetic frequencies that create a scrambling of clarity and focus in the brain, in brainwave patterns, of the magnetic fields of the brain. Последние 2 шага связаны с использованием устройств для пульсирующего электромагнитного поля, которое мы в нормальном случае должны получать от Земли. И такие устройства существуют, но там есть технические вопросы, которые Константин сейчас решает, связанные с тем, что, как правило, излучатели, находящиеся в этих устройствах, они или недостаточного размера, или расположены неправильно, или имеют не совсем корректную настройку. То есть в среднем они стараются поставить как можно больше циклов в минуту вот этого воздействия электромагнитного поля, которое мы должны получать от Земли. То есть это в районе 50 Гц, но для клеток это слишком много, тем более это слишком много для наших генов.
тело любит постепенность и очень тонкие уровни, поэтому от 0 до 35 с точки зрения Константина и практических подходов является наиболее удачным количеством. И то, что касается шумановского резонанса, если мы не находимся в ионосфере, чаще всего мы редко ездим в горы и не сидим и не медитируем там, то тут тоже необходимы подходы, но такие устройства присутствуют, потому что нам необходимо постоянно наблюдать за электромагнитным фоном. В городах этот электромагнитный фон превращается в электромагнитный смог. Мы слышали об этом термине, то есть избыточное количество электромагнитных волн на единицу площади человека, которое вызывает негативные факторы, влияющие на мозг. Мозг еще совсем недавно начал встречаться с электромагнитным воздействием, но он еще не знает, как адаптироваться и защищаться от того количества волн, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И это влияет на наши альфа-волны, на нашу способность к фокусу, концентрации и активному восприятию окружающей среды. Let's go to the next. So, stage 2, integrative health analysis, the full comprehensive assessment session. It starts there are 4 parts. Part 1 is the online health questionnaire, which involves and includes medical history, current health condition and medication that the client is taking, relationships with family, friends, work colleagues, etc., and perception of the person, of money, finance, overall wealth, and themselves. How do you see yourself? So this is important. And that's about 100 questions in the questionnaire that they fill out in their own time online before coming to the doctor. И если говорить о более глубоком подходе для людей, которым недостаточно 8 этапов, которые реально хотят разобраться с тем, что с ними происходит на глубоком уровне, то первый этап начинается с заполнения онлайн-опросника. Это процесс, который человек делает дома у себя, сидя за компьютером, заполняя примерно 100 вопросов в сети. Это включает в себя медицинскую историю, то есть весь анамнез собирается изначально еще до прихода к нашему врачу. После этого текущее состояние здоровья и уровень препаратов, которые человек принимает, того, что с ним происходит в данный конкретный момент. Также взаимоотношения с семьей, взаимоотношения с коллегами, взаимоотношения с близкими людьми. Какие стрессовые факторы присутствуют там. И после этого восприятие денег, финансов и общего благосостояния, благополучия человека в целом по жизни. Это заполняется человеком заранее, еще до попадания в центр. Then we do a live blood analysis and offer nutritional advice. If you take a blood sample, unless you know the laboratory, head of the laboratory, that you are doing the testing with normal blood testing looks only at composition of presence of metals and fats and cholesterol and whatever in the blood. Right? However, the live blood analysis, you can take it within 1 minute and you're seeing it inside a aqueous medium live in front of you, and you can see the shape of the red blood cells and their health. You can see the presence and absence of fats and sugars and yeasts and heavy metals or microorganisms which don't show up in normal blood testing. And by looking at this, we can see your current life state according to the plasma and the cells. Plasma is holding all the other materials, and the cells are basically your blood, the erythrocytes, the condition of your erythrocytes. And this happens before the visit to the doctor. The doctor then feeds back to you, says, your questionnaire shows me this is how you see things. I have analyzed this. This is how I see things in retrospect, accordingly. Then we send you to the bladder analyst. So this is a 1.5 hour procedure, 1.5 hour procedure, and this is about a 2-hour procedure. We start with the basic medical screening, and that involves looking at body mass index, height, weight, metabolic age, visceral fat, glucose levels, etc., all the basic medical screening. And then we start with a series of blood pressure, heart rate variability. We then look at other devices that help us to understand more subtle connections in the body. One is the bioelectrography, developed here in Russia by Professor Korokov, and the other is a complex developed by Germans called the time waver complex, which now is being used in clinics in Switzerland, Germany and Austria,
with the government support, and it's quite successful and quite well accepted by various people within the medical community and the scientific community in those countries. И после этого проводится, то есть первые процедуры занимают около 1,5 часов на заполнение, примерно столько же занимает время живой анализ крови, и после этого начинается базовое медицинское сканирование, то есть базовые принципы индекс массы тела, уровень жировой ткани и так далее, которые помогают оценить с точки зрения классических базовых подходов, также уровень давления, вариабельность сердечного ритма, метаболический возраст. И после этого происходит анализ на различных устройствах, которые относятся, по сути, к двум большим группам. Первая из них связана с биоэлектрографией, которую некоторые из вас, возможно, знают, ГРВ или BioWell в последней своей версии, разработанной Константином Коротковым. Это наш коллега из России, живет в Санкт-Петербурге. И вторая часть устройств связана с биорезонансной технологией. Это технология TimeWaver, которая включает в себя целый ряд устройств. Данные устройства были признаны в странах Бенилюкс, то есть это Австрия, Германия, Швейцария, и это поддерживается на государственном уровне в этих странах. Данные устройства помогают сделать как диагностику, так и автоматическую терапию, адаптируясь к тому, что происходит с человеком в данный конкретный момент, и работают на уже тонких уровнях. Да. Там целый ряд подходов, это не только биологически активные клетки, там целый спектр. After having seen the doctor, the blood analyst, and the device, going through the device procedure, each of these people prepares a detailed report. And those 3 reports come together to me, and then I write a report. I write an assessment, an appraisal, based on these are the different devices, this is the team. Now here's the important thing. At the end of the reports coming together and me writing a report, we then make a recommendation to the client. We create a real customized program that is unique to their individual, not just condition, but life state. So it isn't generic, it is very, very individual in that respect. And it is a 7-team collaboration and data collation. We bring all the data together. This is the difference between my approach to integrative medicine. It's not just that we work as a team, but the system itself is the result of the extract of the, or a distillation of the key factors of all of the different technologies and the different methodologies and the different perceptions, the approaches, to create a new system that is not stuck. It is also open to being developed constantly. And I am now using this model to develop a mental health, an integrative mental health approach. И, соответственно, те шаги, которые были описаны ранее, после этого происходит момент сбора информации со всей командой. То есть все, кто были вовлечены в процесс работы с данным конкретным человеком, собирают всю информацию в единое целое. И начинается процесс диалога между различными специалистами, которые дальше выносят свое решение каждый со своей стороны, и Константин, как глава программы, выясняя мнение каждого из них, формирует уникальную систему индивидуального подхода для данного конкретного человека, не его диагноза, а его как человека в данном текущем жизненном состоянии. И рекомендации базируются на целом ряде аспектов, которые были рассмотрены разными специалистами. Поэтому эта система является очень мобильной. Она не только мобильна в плане того, что мы можем заменить одну процедуру другой, но также она мобильна и открыта к тому, чтобы постоянно развиваться. Мы можем в любой момент добавить дополнительную технологию или убрать. Мы можем их модернизировать, но принцип останется в основе. После чего можно реально говорить о том, что следующим этапом на этом уровне Константин хочет предложить интегративную модель ментального здоровья. То есть, когда мы исследуем наше ментальное здоровье с точки зрения вот этого комплексного подхода, многоуровневого, действительно интегративного подхода. Because traditional medicine, wisdom traditions,
are all telling us that the one thing that differentiates between life and death is your vital force, your chi, your prana. What is this chi? What kind of energy is it? I would say it is living on 3 levels. Traditional systems talk about gross, subtle, super subtle levels of chi. I learned Taoist approach to Chinese medicine, not traditional Chinese, because traditional Chinese is Maoist, it's not Taoist. It's very different. Yeah, it's stripped of all the spiritual knowledge and universal wisdom. We have qi. It means organization capacity. We have jing. It means vitality in your kidneys, in your adrenal complex. We have shen in the heart. It means your inspiration. That's why it's called spirit. We have wu wei, the ability to assert action in inaction. And then wu ji, which is connecting your crown chakra to the universal and the consciousness of all, of the unity principle. So qi is not just qi. And the human organism is not a machine with systems and organs and cells only. I say every human is a constantly expanding, interactive, dynamic energy and information matrix, an interface between Earth and the cosmos. We are not a machine. Only in the Newtonian mechanistic sense we are similar to, but in the quantum sense you are a quantum interface. And that's absolutely easy to prove through non-locality, through non-discrete energy shifts and changes on levels. These are the 3 principles of quantum physics that can be applied to the human organism, which is my specialty. And through tangled, circular, hierarchical entanglement. We call it hierarchical entanglement, how we are interconnected to all phenomena through consciousness. Which is why I can be here in Moscow, and if someone is calling me from Australia, I can feel them. I can sense, and then I pick up my phone and I say, is everything okay? Yes, you picked up my message, my telepathic message. This is part of quantum physics, describing what we as humans have been doing for tens and hundreds of thousands of years. We need to be careful that the science of today is only 150, 180 years old, not tens of thousands of years old. And it's trying to squash everything and turn it into a materialistic, mechanistic world. And we need to find the balance again. И в традиции мы все время говорим о том, что жизнь от смерти отличается принципиально присутствием всего одной вещи – наличием чи, праны, той самой жизненной силы, жизненной энергии. Но как мы можем ее определить? С точки зрения науки это очень-очень сложный момент. С точки зрения традиции различают как минимум ее 3 уровня. Это самый плотный, тонкий и супертонкий. Константин учился традиционной китайской медицине уже не в том варианте, в котором она была сделана при Мао. Ему повезло учиться у специалистов, которые были классических дао мастеров, даосских мастеров, которые, в отличие от традиционной классической китайской медицины, в виде, в котором она есть сейчас, которая убрала весь духовный аспект, которая убрала всю глубину и оставила только симптоматику, которая понятна в том числе западному человеку, является именно симптоматическим подходом. В даосской практике китайской медицины есть понимание о том, что есть несколько уровней чи. Собственно, сама чи – это организационная способность, это то, как вещи способны самоорганизовываться. Это то, о чем мы слышали от Пригожина и от многих нобелевских лауреатов в последнее время. С другой стороны, есть джин – это витальность, способность подниматься утром и вставать и делать. За это отвечает наш уровень адреналина в крови, в принципе, адреналиновый комплекс надпочечника. Дальше есть шин, который говорит о нашем, в принципе, вдохновении по жизни. Это то, что живет в нашем сердце и позволяет нам вообще желать что-либо делать.
да, чувствовать дух внутри нас самих. После этого идет ву-ве, которое связано с действием и видением действия в бездействии, бездействие в действии. Да, это уже даосский принцип, классический. И после этого остается ву-джи, это космический, вселенский уровень. Момент, когда мы через нашу коронную чакру соединяемся с вселенским разумом, с вселенским сознанием. То, где мы становимся каплей вечности. И если мы рассматриваем человека с этой точки зрения, он больше не является просто машиной, биологической машиной на химическом уровне, закодированной в том или ином виде. Мы выходим за пределы ньютоновской механики, где мы — это некоторые составные части, которые почему-то работают вместе. Это новое восприятие человека с точки зрения квантовой, многоуровневой системы, где присутствуют все те же три основных принципа, три закона квантовой физики, которых мы знаем, да, в классической квантовой физике, и Константин применяет их в том числе к человеку, потому что они имеют с глубокой точки зрения место быть и влияют на нас. Это принцип нелокальности, то есть что происходит здесь, моментально происходит и в другой части Вселенной. Это недискретность, то есть те уровни, по которым мы переходим, не всегда они дискретны. Иногда мы переходим с первого уровня на 10-й, после этого возвращаемся на 4-й и снова на 10-й, и здесь нет той логики, к которой мы привыкли. И также это взаимосвязанная циркулярная иерархия. Это момент, когда все взаимосвязано со всем и имеет качественные изменения на глубоких уровнях. То есть, если Константин чувствует, что сейчас что-то произошло, и с его родственниками в Австралии что-то происходит, он берет телефон и звонит, и выясняет, что действительно что-то произошло. Как мы можем это объяснить, условно говоря, телепатию? С точки зрения квантовой физики, на самом деле, это вполне себе реальный феномен. Он имеет место присутствовать, мы знаем тысячи ситуаций, когда это происходило с очень многими людьми. Это зарегистрированные процессы. Поэтому человек перестает быть машиной и становится открытой по отношению к любой информации, к тому, что происходит извне. Открытой, постоянно расширяющейся энергоинформационной матрицей, местом встречи Земли и космоса. Местом, где мы соединяемся со всем мирозданием. И если говорить о науке в текущем моменте, это всего 150, ну, максимум 180, 200 лет истории, которые почему-то перечеркивают тысячи и тысячи лет истории и опыта человечества. Поэтому нам быть нужно очень-очень аккуратными по отношению к тому, что мы отдаем материализму и что мы считаем правильным с точки зрения материального, материалистического подхода. Потому что у нас есть долгая память, которая говорит нам о том, что мир гораздо сложнее. The three levels of the gross energy that can be measured. It's electrical. It's the body electric. No? We see this. We've measured it many times, and we use devices, to measure, because healing is voltage. So that's your potential difference. Then we feel the resistance, and these are the three main, and the last one is current, microcurrent. Therapy has been around for 50 years. It's not new. We know. And that's what a healer does. Microcurrents passing through the body electromagnetically in terms of bioresonance. So that's the gross level. The subtle level is all of the electrical activity that's happening inside the cell that you can't measure because it's really difficult to take out an individual human cell and try to measure that. And the super subtle, your thoughts and your feelings. The word mind is another one of these words, like meditation, that has been introduced into the West out of context. Meditation doesn't mean I sit and think about something. Mind does not mean your thoughts in the East. Meditation is that process beyond thoughts and beyond your intellectual process. And mind is the composite integration between thoughts, feelings, sensations, intuition, body electric, all unifying within the physical organism. This is your mind. It's a collective, the result of a collective complex of information exchange. That we need to begin to see and understand and use it accordingly, and stop trying to break everything up into components and put them into boxes that have nothing to do with each other. And then we sit and ask, how is this affecting that? Why does this happen when I do that? How come you get sick and other people don't?
How come you can adapt and others can't? Because our approach is very materialistic and very robotic. So we end up becoming very, unfortunately, much like the robots that we are using and all the equipment that we are using. And we call brain dead, because we have a condition today. In the last century, the main condition we were frightened of was cancer. Toward the end of that century was AIDS. The beginning of this century, banks were loaning money to everyone, including to Russia, and we have consumerism, the disease of buying things you don't need because someone has given you a credit card and you can do it without cash. And now we have information overload, where our mind is so overloaded from information, not just what we are conscious of, but all of these electromagnetic frequencies is information. It's creating a scrambling in the focus, the attention, the awareness, the clarity, and the simplicity of harmony and balance in our magnetic fields of our brains and of our bodies. So we need to take this into consideration, living in a city. And all of this was developed because people live in cities. When you live in nature, you don't have the same level of problems at all. That's a fact. И если возвращаться к вопросу о 3 уровнях энергии, о более плотном, тонком и супертонком, то плотная энергия – это то, что мы можем назвать действительно нашим электричеством внутри тела. Это то, что делает целитель. Да, чувствуется сопротивление, чувствуется та или иная частота, да, в том или ином виде вольтаж. Все это происходит через руки целителя, через то, что он передает. Это самый-самый плотный уровень, который работает на базовой частоте для тела. После этого начинается тонкий уровень, который говорит о всей электрической активности внутри клетки. Это очень сложно померить, потому что мы не можем вытащить клетку из живого человека, померить или поставить ее обратно и надеяться, что все будет. Через протеин exchange. И дальше нам даже не нужен перевод. Это происходит действительно через работу мембраны и белковый обмен, то, как работают наши насосы в мембране клетки и сама мембрана. И после этого у нас есть супертонкий уровень, где мы встречаемся с нашими мыслями, где мы встречаемся с нашими эмоциями, которые мы не можем померить, но мы видим их эффект на наше тело, на наши эмоции, на наше внутреннее состояние. И здесь лежит одна из самых трудных областей, потому что на Западе мы привыкли воспринимать слово «разум» или «ум» как интеллект. И это распространилось автоматически, в том числе на ту же медитацию. Это слово было вытащено из контекста, и дальше мне нужно помедитировать над чем-то, означает для нас, мне нужно подумать над этим. Но с точки зрения того, где это понятие было рождено, разум, ум как таковой является соединением всех наших аспектов, наших мыслей, наших эмоций, нашего сенситивного восприятия, нашего электрического тела и тонких планов, той энергии, о которой мы говорим. И только из сбора всей этой информации появляется то, что мы можем назвать медитацией, то есть выходом за пределы нашего концептуального логического ума. Это очень другое понятие относительно того, к чему мы привыкли. И здесь же лежит проблема, допустим, исследования этих состояний, потому что мы ограничиваем свою возможность исследования, говоря, что это только про интеллект и когнитивные процессы. Поэтому это коллективный обмен информацией, который происходит у нас постоянно, и о котором нам нужно помнить. В противном случае мы пытаемся все разложить по полочкам, понятным нам разделам, где все будет ясно и просто, где не будет сложности в системе, где все будет комфортно и защищенно. Мы будем чувствовать себя в безопасности в том или ином виде. И мы становимся постепенно как те самые устройства, которые мы создаем. Они материалистичны, они роботы, и мы становимся немножко роботами. Мы все больше приходим к этому роботическому восприятию окружающей нас среды и, по сути, промываем сами себе мозги в том или ином виде. И если в прошлом веке самой большой неприятностью и страхом любого человека было заболеть раком, к концу века это стал ВИЧ и СПИД. Теперь мы перешли в новые ощущения относительно того, что нам дают банки, любые кредиты, мы можем купить все то, что нам и нужно, и то, что нам не нужно. Это консумеризм,
общество потребления, это тоже заболевание. И теперь мы переходим в новые напасть 21 века, это информационный перегруз, где информацию, которую мы получаем не только от мобильных телефонов и компьютера, это также электромагнитные частоты, волны, которые нас постоянно окружают, создают для нас неестественную среду, которая влияет на наш фокус, на наше внимание, на нашу способность воспринимать реальность и быть простыми. Люди, которые живут на природе, имеют в разы меньше трудностей в этой области. И это реальные факты, которые мы с вами знаем из обычной жизни, которые каждый из нас живет. Just toggle through so I can see something. Yes. Okay, journey, self-development and life transformation. This is the other aspect. Rather than looking at trying to offer what until now health has been understood as, which means health is the absence of illness. I'm healthy when I'm not sick. Yes, it's normal, no? We don't think of this. We are looking at health as the doorway, the entry to self-development. Why? People don't even know what their self is. They don't understand how to develop anything to do with their life's purpose. We have followed what we've been told by our family, by our friends, by society. And the last step is management of life. So, health and self-development solutions for intelligent life management. That is our new approach. And its purpose is to give a real holistic balance to our meaning, reason and purpose of life, our personal lives and what we share with other people in society. Если говорить о здоровье в базовом понимании, сейчас мы, и в соответствии с тем, что нам говорит ВОЗ, считаем, что здоровье – это состояние, когда у нас нет болезни. Но на самом деле это еще не здоровье, это просто отсутствие болезни. И это ограниченный подход. Мы сами себе не даем возможность вырасти в этом подходе. Но если мы говорим о том, что здоровье также связано с саморазвитием, здесь есть две проблемы. Мы не знаем ни кто такие мы, что мы сами из себя представляем, ни как развиваться. Поэтому это два неизвестных, из которых у нас нет даже идей, как решать это уравнение. И после этого появляется еще и смысл жизни, который мы пытаемся найти. Зачем мы здесь? Зачем мы пришли? И после этого накладываются все программы, которые навязаны нашей семьей, обществом, друзьями, коллегами. Это становится огромным снежным комом, который катится на нас, и конца и края этому не видно. Поэтому Константин пытается привести эту систему в более или менее сбалансированное состояние через понимание здоровья и саморазвития, решения для этих областей, которые приводят к разумному управлению жизнью, к разумному восприятию этой реальности. And just to share the last thing, in my culture, the Lazuri people from Kafkas, when you were sick, we didn't take medicine, we didn't go to a doctor, we just went to our family friends and we were told so-and-so is not feeling well. So we would come and we sing, we play music until you feel well. And when you feel well, we all get up and we celebrate and we dance together. And we say, these three create the longevity of life. We celebrate life itself. Sounds very simple, but it works, has been working for thousands of years. Of course, when you get really sick, it's different. But we catch the illness before it gets so bad that you have to go and have an operation. Emergency, I'm about to die. That sounds. Yeah. И культура, из которой Константин пришел, да, это лазури или лаазы, это народ, который тысячами веков делал всего одну простую вещь. Если ты себя не очень хорошо чувствуешь, они собираются с семьей и друзьями. Они садятся за стол, они поют и играют музыку. До того момента, пока ты не чувствуешь себя лучше. И когда ты чувствуешь себя лучше, они поднимаются и начинают танцевать. И это очень простой, очень внутренний, нам интуитивно ясный подход, потому что заболевания не доводятся до того момента, когда нам нужно звать доктора
и пичкать таблетками, травами и чем-либо еще. Мы очень внимательно наблюдаем за тем, а что с нами происходит каждую секунду нашей жизни. Тогда не будет необходимости в срочной госпитализации, потому что мы поймали на том этапе, когда мы можем с этим справиться. Если мы будем вместе, и мы будем продолжать жить и радоваться той жизни, которая у нас есть. And when I was a boy, I said to my mother, "Mom, why do we need doctors?" She said, "A doctor is there when we forget. We forget about our true self, we forget about our essence, we forget about our nature, we forget about natural law. We no longer listen, we cannot hear anymore through life's eyes and ears. We're too busy trying to understand our version of life. We've blocked off from life itself. So the system becomes closed, and then confusion enters, leading to doubt, leading to resistance, leading to conflict, leading to blockages, and these 5 become disease. Real simple, but real true. И когда он был ребенком, он спросил как-то свою маму: «Мам, а зачем мне нужны врачи?» И она ответила с мудростью настоящей женщины: «Они нужны, чтобы мы не забывали. Они приходят тогда, когда у нас плохо с памятью. Когда мы забываем о нашей истинной природе, нашей сути, нашей сущности. Когда мы забываем о природе как таковой, о законах природы. И когда мы перестаем смотреть на жизнь из пространства и перестаем видеть жизнь глазами самой жизни, перестаем слышать жизнь ушами самой жизни и делаем свою версию жизни, в которой мы отделены от всего окружающего нас мира, где мы отдельная часть, которая живет сама по себе. И тогда мы закрываемся, и, естественно, мы начинаем болеть. Это рождает внутреннее смущение и неразбериху, которое приводит нас в состояние сомнений. Сомнения приводят к ощущению напряжения и отталкивания. После этого появляется внутренний конфликт, который превращается в том или ином виде блоки, и именно это мы видим как заболевание. Момент, когда мы чувствуем себя нехорошо. Спасибо.